я делаю? Фух. Ну, хорошо. Привет, друзья! Это снова я, Мария. Мы не виделись очень-очень давно, целый год. Очень-очень трудно мне возвращаться, но я очень-очень долго этого хотела. Очень давно я хочу уже снова записывать видео о том, где я была, что я делала, что произошло в моей жизни. Я хочу рассказать в самом конце этого видео. Ну, я решила, что проще начать, конечно же, с влога, тем более сегодня и завтра меня ждут небольшие приключения, назовем их так. Сегодня я иду со своим другом на природу, и обязательно это вам сниму и покажу. А также завтра я иду на экскурсию в библиотеку. Поэтому я решила, что это достаточно интересные вещи, чтобы можно было показать. Так что поехали. Так, самое первое, что вы должны сделать, это взять с собой что-нибудь попить и поесть. Поэтому сейчас я найду термос, чтобы сделать горячий чай. Вот я решила заварить такой чай, алтайский травяной чай. Кате. А кате? Ты как попала в кадр? А? Смотрю, сидит в углу там. Так, что беру с собой? Чай заварился, горячий чай, кексы шоколадные, сушеные бананы, сладкий пирог с яблоками, деньги, ключи, носки, сумка. Пошли. Ну что, я жду Лео, своего друга. Он, как истинный африканец, опаздывает. Поэтому, не знаю, давайте погуляем, что ли, на улице. Вот, это все наш Сибирский федеральный университет. Небольшая его часть. Не нажала. Все, можно. Мы нашли Лео, мы едем. Ветерок свежий. Папа. Почему? Блин, я боюсь высоты. Мы куда-то идем в лес. И
искать медведей. Ух ты. Зверек. Интересно. Просто ли ты какая-то игра? Собери их все. О, это игра, вот две совпадают. Да. Наверное, тут надо искать, которые совпадают. Ворон, вот здесь ворон. Идем дальше. Ну, идем дальше. А чего всегда махаешь? Ух ты! Классно. А как туда попасть? А? Как туда попасть? Вон туда. Ага, да. Да. Идем назад. Ой, птичка. Страшно. Страшно. Ура! Мы живы! Иди сюда. А 27 декабря. Это четверг. Вот, метро откроется в 2026 году. Наверное.
Я не буду говорить вам, сколько недель прошло с того момента, как я записывала, свой влог в библиотеке. На самом деле очень хорошо, что я не только там снимала, потому что, к сожалению, нас там было всего 2 человека, и было очень неловко снимать что-то, поэтому так мало видео, оказалось у меня в итоге. Но зато, я надеюсь, вам понравилась, прогулка, на природе. Это наш национальный парк, который называется Столбы, и это очень-очень красивое место. Ну, а теперь я обещала вам рассказать, в общем, где я была все это время. И, собственно, э, потому как долго я пыталась записать вот это. Вот этот отрывок, вот эту часть видео, вы можете понять, что у меня очень-очень мало времени. Час. Дело в том, что я забочусь о своем очень старом дедушке, которому 91 или 92. И если раньше он мог делать больше, то сейчас он делает меньше. А, и, конечно же, это все делаю я. К тому же я забочусь о своей маме, которая уже тоже, достаточно старая, хотя она еще работает. Вот. И, собственно, в конце весны прошлого года моя мама сильно заболела. У нее проблемы с суставами, поэтому, мы, эм, по-моему, в мае уже начали ездить, на лечение и на консультации в больницу. Там после нескольких консультаций в итоге ей назначили лечение. И это был как раз тот момент, когда я улетала в Петербург на каникулы, на свой отпуск, в свой отпуск. Когда я вернулась, мы где-то 2 недели просто каждый день буквально ездили достаточно далеко, от нашего дома на лечение, на разные процедуры. После этого мы ездили уже реже, но все таки несколько раз в неделю. Но в итоге все таки сказали, что, ам, ей, как бы лечили спину, делали массаж, потому что она ходила неправильно из-за боли в суставах. А, Ей сняли боль на коленях, но, сустав, который в бедре, его уже нельзя было вылечить. И сказали, что нужно делать операцию. Поэтому, мы как бы вместе с ней, потому что она плохо ходит, ей нужна помощь, мы много ездили, искали место, где сделать эту операцию, ездили на консультации, потом мы сдавали анализы, совсем разные. Также нам надо было получить направление на бесплатную операцию в нашей поликлинике. Ну, то есть это вот такое место, где как бы в первую очередь ты идешь, если ты болеешь. И всю осень мы, соответственно, этим занимались. Потом, когда нам назначили уже дату в декабре на операцию, нам снова пришлось заново проходить все анализы, чтобы, конечно, врачи были уверены в том, что операцию можно сделать, и пациенту не будет очень плохо, и пациент не умрет в итоге после этой операции. Но также во время всего этого у моей семьи сейчас есть несколько судебных процессов, они как бы связаны с этим делом. Я не буду очень подробно об этом рассказывать. Ну, в общем, это всё длится, и время от времени нам надо ходить в суд, или, на консультации с нашими адвокатами. Затем также в сентябре произошло очень странное событие, потому что, точнее нет, позвонили нам в октябре из ГАИ, это полиция, дорожная полиция в России.
и сказали, что что, ну, как бы у них есть видео, и не подозревают, что я врезалась в другую машину на парковке и уехала. Соответственно, это преступление, и я должна была приехать к ним на разбирательство. А, Это очень интересная история, очень долгая. И я на самом деле хотела вообще снять отдельное видео, если кому-то будет интересно эту тему, потому что я ни в кого не въезжала, въехала машина, похожая на меня, и у них, в принципе, не было никаких свидетельств, что это я. Но так оказалось, что 2 машины, я и это, одинаковые, оказались в одно время рядом, и поэтому все вот так вот перемешалось. В декабре моей маме сделали операцию, все прошло хорошо, но ей, какое-то первое время вообще нельзя было сильно двигаться. Она ходила на костылях, да, знаете, такие, как бы палки, с которыми ты ходишь, чтобы тебе было легче. И ей нельзя было также нагинаться. И поэтому на меня легло еще больше забот. Также ей, нужно было обрабатывать рану, каждый день и, делать, повязки на ноги. Специально после операции так делают. И, в общем, все шло хорошо. Но затем 31 декабря, это Новый год, самый главный и масштабный праздник в России, а, мой дедушка, у него открылась язва. Язва — это, дырка в вашем теле, в вашем, желудке или кишечнике. В общем, у него открылась язва, у него началось кровотечение, очень серьезное, и его увезли в больницу 31 декабря. И где-то последующие 2 недели он лежал в больнице, его там лечили. Всё закончилось хорошо, но я также ездила к нему каждый день, а, чтобы его увидеть, так как он старый. Ему тяжело это все, и там надо было что-то отвезти, привезти, там, да, привезти там чистую рубашку, потому что там вся в крови, допустим, была от, того, как мы там переливание делали и так далее. А, и в январе я, честно, пыталась снять видео, потому что последнее было в сентябре, которое я смогла вообще смонтировать, на что мне хватило сил. Но я просто села и, честно говоря, расплакалась перед своим телефоном. Настолько я была в плохом, психическом состоянии, что, в принципе, понятно. Но мне как-то хотелось делать что-то свое, то, что я люблю, то, что хочу, но все таки да, не получилось. К сожалению, также в феврале, я рассталась, со своим, парнем. Это были, ну, такие длительные отношения, но достаточно плохие. В общем, я с ним рассталась, и несмотря на то, что они были плохие, все равно, а, трудно, это был момент, который я трудно переживала. Но затем где-то там этой весной моя мама, ей надо было пройти реабилитацию. То есть и снова мы, 2 недели я возила ее, опять же, куда-то далеко от дома, на реабилитацию, где она делала разные упражнения на укрепление мышц, ног, чтобы все быстрее заживало, и она могла, снова ходить нормально. Да, кстати, я забыла упомянуть, что где-то вот также в то время у меня сломалась камера на телефоне. И вообще этот телефон был очень старый, поэтому даже если бы я хотела, я не могла снимать, потому что, да, камера была сломана, купить новую денег у нас-то не было, потому что, сами понимаете, всякие, доктора, поездки,
это как бы, да, сказалось очень плохо на финансах нашей семьи. Мы до сих пор как бы стараемся еще выбраться из этого. Вообще в конце июня у меня пропал мой лучший друг, который живет в Тунисе. Я не знаю, смотрит ли он это видео, наверное, нет. Вот, что как бы а, тоже было очень ужасно, потому что никакой информации, где же он, мы с его подругой никак не могли найти, не могли узнать, мы боялись, что он просто умер. Но, слава богу, он просто был в тюрьме, там ничего серьезного не было. Вот, и в итоге его отпустили, и всё кончилось хорошо. Но, в общем, этот год не календарный, а вообще в целом, был очень, знаете ли, насыщенным, было очень много стресса у меня. Я вот только действительно летом купила себе новый телефон. Как-то немного отошла от всего и смогла что-то снять наконец-то. Ура! Похлопаем, похлопаем. Поэтому всем пока. Всех целую. Рада, что вы посмотрели это видео. И надеюсь, что вы смогли что-нибудь узнать нового из русского языка со мной. Какие-то новые слова. Так что увидимся. Пока, до скорого.